Итак, ребят, всех приветствую. Субботний вечер. Я диспетчер. Кто присоединяется, прошу, отпишитесь по поводу качества звука и видео. Все, кто присоединяется, всем доброго времени суток. Ну и, собственно, сегодня будет по делу. Да, посмотрим, что тайное происходит за вашей спиной. И с какой целью. И кто, и что. В преддверии портала, который будет у нас происходить завтра, люди дуреют. Не постоянно дуреют, но не оставляют надежд на то, что вам будет херовато. Всем доброго вечера. Итак, ребята, что тайное происходит за вашей спиной? Поехали. Королева Пентаклей. Королева Пентаклей, императрица. Две бабы, либо одна баба. Вам осталось немножечко, еще чуть-чуть, и вы скосите их, либо ее. Так. Просила даров от высших сил. Высшие силы говорят: сри в одну руку, мечтай в другую, посмотри, какая из них быстрее наполнится. В иллюзиях девочка засела. Что еще у тебя? Да, к высшим силам, к религии, к пророкам обращалась, к традициям, то есть и к практикам могла обращаться, даже к ним ездить, путешествовать. Солнце говорит: хочу гармонии, ясности, здоровья, дружбы, чести, решения проблем, искренность чувств мне подавай. И за чисточкой ездила. Да, пыталась поднять предков духов своего рода. Как интересно. А на кой ляд вам эта информация? Попытка сброса. Да, девочки, была чистка, но чистка такая, чтобы на вас перебросить, значит, уже неотрабатываемые проблемы на даме висят, и она пытается их скинуть. Давайте я вот так положу. Пытается скинуть на вас, потому что вы королева мечей, вы та, кто стоит в обороне. Вам хотелось бы принести бесплодие, лишение, разрушение, разлуки, женские проблемы, трудности, отсутствие любви. Еще эти люди почему-то свято уверены, что у вас жопа в жизни. Либо они так считывают эту информацию по тарологам, по каналам, по ютубовским гоняют как минимум. А ну-ка, сами хоть умеете раскидывать? Нет, обращаются к магам, к мужикам обращаются. Все вашей потери какой-то ждут, смерти. Знаете, такое впечатление, что люди обращаются к практикам, чтобы услышать то, что они хотят услышать. Они слышат, они радуются. Короче, в своей семерочке кубков с головушкой больной, да прихрамывают. Так все-таки, на кой вам эта информация?
Кому-то из вас идет вторая половина, мальчики или девочки смотрят, неважно. Хотят сдернуть этот шанс. В магии вы как рыба в воде. Тот, кто не как рыба в воде, значит вы просто на пути проработки себя. Получится ли у них? Вы знаете, у них получится кое-что другое сделать. На себя. Тут уже прошлое показывают. А на кой хрен это? Вас хотели в болезни вогнать, вы здесь освободились. Кто проводил ритуалы, молодцы. Кто нет, значит, не знаю, каким-то методом вы освободились. Так, смотрите, что у нас здесь. Здесь баба, либо бабы, две. Сейчас, секунду. Которые очень скоренько начнут биться головой о стену, потому что по сердечной чакре будет пробой конкретный. Здравствуй, елка, Новый год, приходи на елку, да, но вы поняли, что в первом случае там елка на букву Ж. Здесь я вам хочу сказать так. Вот они бегают, кому-то обращаются, за ними, за всеми стоит кое-кто, кто у вас на защите. Приобретен он вами благодаря тому, как и что вы проходили, какие выводы делали. Понимаете, кем вы становитесь, кем вы стали по сравнению с тем, кем вы были. И ваши защитники, давайте я так скажу, просто наблюдают за этой метушней вот этих крыс. И я вам хочу сказать, что еще кое-какую ловушечку им они доприготовили. Вот так вот. Вот такие вот интересные у нас моменты по этой колоде. Итак, сейчас я посмотрю вот этот еще момент. Что происходит за вашей спиной? Две курицы не могут устроить свою жизнь, и не только личную. Что по магии? Блять, сука. О, примитивщина, блядь. Так, днем могло вам прилететь, на ментальный план воздействовали с помощью воска. Здесь очень беспокоит ваша внешность, видимо, у них проблемы с ней. Шабашили егильет, скорее всего, на ваши ресурсы. Таро веретника. Чем они там искорежены по судьбе, эти убогие? Что нам Таро веретника скажет? О, так они напутствие получили. Это было им искушением.
Да, им кое-какой практик посоветовал. Туда вот ходи, вот это вот клади, вот так вот нагибай, а вот это расставляй. Так, учатся, учатся. Вот знаете, что самое интересное? Мне хочется спросить у таких кошелок. Вы, блядь, себе на похороны отложили уже, что вы по знахарям по каким-то бегаете? Ведь может не хватить. Понимаете? Может не хватить, девочки. За собственной жадности, блядь. Я ж говорю, ну, иллюзии посыпалось. Не получается начитывать всякую ерунду. И, так сказать, надменная спесь сбита лопатой с их башки. Скорее всего, что вы сшибали вы. И не только вы. И не только вы. Очень много людей против этих клуш настроены. А почему? Хотели за счет вас новой жизни, сдергивали ангелов-хранителей, сдергивали защиты, пытались перекрыть вам связь с родом, отключить от родового древа за ваш счет вашей, но себе новой жизни. Воздействие могло проходить как на ваш ресурс, так и на детей, если вы связаны по крови, если даже не связаны по крови. Дети – ресурс. Лицемерить вам могли. Знахарю залицемерили насчет предков своих, потому что те от них отказались, короче говоря. Да, они такие, ой, нам сон, наверное, приснился, да? Бабулечка приснилась, говорит, слушай, вот к этому знахарю сходи, он тебе все расскажет. Но это то, что они ему могли на уши наливать. Помощи, помощи просим. Власти хотим. Им возвращается все то, что они на вас сделали. Ну и чё ты, красавец? А какого хера ты вот, блядь, я не могу понять, какого хрена еще, дупля не откашивают вот эти вот, блядь, практики. Какого хера ты тупанул? Да нет, меня это не устраивает. Тупо не проходят люди урок на гордыню, блядь, и их так учат. Понятно. Значит так, обращались, девочки, обращались. Тут тоже гордыни слишком до хрена. В общем, опять же таки, блядь, ничего нового. Обращались, этот наколдовал, ни хрена не получилось от слова совсем. Его магия закрыта по высшему суду. Откровение он получит от своих же. Его закрывают. То есть вот так, на раз-два. Так, много трепались. Ой, много трепались, много... то есть практика этот и они. Новую жизнь, блядь. Новую жизнь хотим. А практик чё? Хуй через плечо, блядь. Честное слово, девочки и мальчики, тут ничего нового. Вот серьезно, вообще ничего нового. Там человек проходит просто свои обороты. И ему закрывают, насколько я могу судить, портал в Нижние миры. Он уже закрыт. Ну и высший суд, собственно говоря, он явится еще к ним, будет просить прощения, мол, простите, помогите, ложанулся, сиранул. Там уже с ним разберутся отдельно. Новой жизни хотели. Меня еще интересует вот этот момент по Егильету.
Ой, души вызывали. Вызывали, блядь. Порчу на деньги делали. Место силы посещали. И карты Таро могли использовать. И разрушение пошло на их весь ритуал. Так. То, что происходит за вашей спиной. Я не могу понять, зачем вам эта информация. Сейчас, секунду. Можно сказать, здесь, ну, как бы, все очевидно. Ничего нового. Ну, работают они. Ну, не успокаиваются. А я же говорю, на похорона еще не отложили себе, блядь. Ну, на практике они хорошо башляют. Я не знаю, что я вообще это лепетнула. Насчет наклонились и раздвинули. Я не могу понять, для чего вам эта информация. Их работа даже не запустилась. Они, ну, эти люди уже повенчаны со смертью. Сейчас я вам объясню. Если баба в возрасте, бабы скоро не станет. Баба с дочерью, дочь будет отрабатывать там ах и ох, но по времени не так уж долго ей жить, как хотелось бы. Если это, допустим, молодая какая-то там типа любовницы девочки со своей подружайкой, там тик-так в зависимости от того тоже, ну, сколько поднасрано этим человеком, ну, то есть недолго. Но опять же таки, может для них, допустим, 2 года пожить это долго. Для кого-то 10 лет мало пожить. Еще сейчас на всякий случай. Девочки, ну спросила я, как ритуал их зашел. Ну, славянские боги и гильеты назад в точку отсчета их развернули. Тут же. Блять, ну не отходя от кассы, сука, они еще не закончили даже ритуалику. Им все вернулось, на них оделось. Потому что я сказала, здесь выпадала на этой колоде, здесь стоят ваши защиты и просто тихо, мирно ржут с этого, с вот этой кабалы дебилов, блядь. Причем, знаете, вот лично в моем случае, ну, ребятки, я уже давненько по вам не стучала. Ну, серьезно. Вот так вот глобально я давно уже не стучала, а вы все пырхаетесь. Видимо, пришло время стукнуть, да? Давно не валялись. Заскучали, бедненькие. Мне интересно, для чего вам эта информация? Дети ваши под защитой. И все-таки я уточню. Хера себе. Так, ну это не для всех однозначно. Ребятки, сейчас еще разок, да. А было? А был пиздец. Значит так, смотрите, по поводу ваших детей. Если у вас были раньше ситуации, когда ребенок мог разговаривать во сне, это были нападения на него. Ну, то есть не будем вдаваться в глубокие дюны, да? Поняли, были воздействия, и так они отражались на детенке. А вот сейчас это все, если в последние дни он разговаривал, ну, ребенок, он, она, не важно.
А вот сейчас это все идет обратно, и он под защитами. Кто использует свечи, вообще замечательно. Очень быстро срабатывает в обрат. Но я вам хочу сказать, что здесь очень интересный момент с завтрашним порталом. Все товарищи из вашего прошлого идут на корм, давайте я так скажу, на корм христианскому эгрегору. И там не важно, бегал ли ты к Абаре, либо же ты живешь, вообще не вмыкаешь в то, что происходит в мире, и далек от этого. И в том, и в другом случае все будут учиться и проходить уроки. То есть есть люди, которые, как-то, знаете, там, слишком в материальное погружены. Здесь такое ощущение, я еще не выложила остальные карты. Здесь, понимаете, четкое разграничение идет. А вот те, кто вкладывался уже в иные вещи, в иные измерения, собственно, вот. У вас будет ваша гармония и фортуна на вашей стороне. Только, опять же таки, не заиграйтесь, не превратитесь в ваших недругов. А с какой целью он выходит? Так, те, кто не приемлют и выше абсолют на дне, да, еще и пятерочка мечей. Те, кто не приемлет дуальность энергий, те, кто не сочетают в себе свет и тьму, давайте я так скажу, вообще, чтобы было просто, те получат пизды. Это до июля будет происходить. То есть с 12 по июль. До первых чисел января. Там закончится раньше, но еще от волна еще, поняли, да, откатная будет от этого всего. А вот те, кто научились этому, либо в процессе, там уже тоже каждому свое будет. В зависимости от того, кто какие приоритеты сделал до завтрашнего дня. То есть вот-вот, до этого момента. Чтобы вы понимали, 15-й уже вышел. 2 суток назад. До июля будет править он. Так что те, кто на достаточных вибрациях, встречайте новые договора, встречайте интересные инсайты, моменты, у кого будет знакомство. А те, кто еще нет, там уже у каждого своя ситуация будет. Вот для чего вам это знать. Меня интересует состояние границы. Она слишком здесь явная, понимаете? То есть, давайте сейчас так и объясню. Допустим, есть граница, да, между государствами. И вот если раньше можно было перебежать где-то там, чуть подальше от КПП, то сейчас, она сплошная, знаете, как Берлинская стена. Вот так вот. Так, сейчас я посмотрю, что по границе.
А, да ну высшие силы держат ее, причем... О. О. Знаете, я вам еще хочу сказать, ребятки, что здесь многих постигнет разочарование, особенно практика у магов, которые не выполняли свое предназначение. Здесь сами высшие силы будут просто методом отбора действовать. Будут прям сжигать людей. И вот отсеивание, будет отсеивание, отшлифовывание идти среди тех, кто влез в магию, либо же, ну, среди практиков. Это будет для создания единой структуры. Для какой, кому надо, те знают. Дальше я не буду говорить на всеобщее. А те, кто реально, ну, влетел в эту магию и возомнил себя там не пойми чем, ну, мир труд май вам, ребята, и земля вам, ну, явно пухом не будет, это точно. Как минимум. Так. Разрушать будут очень многих вот людей, которые, как я уже сказала, практиками, да, были, есть, либо те, кто просто влез в магию. Но неадекватно влезли, да? Давайте я еще на оракуле посмотрю, чисто для вас, не знаю, совет. А завтра уже посмотрим, что по порталу. В общем, вот для чего вам это надо было знать. Ну вот, смотрите, здесь мужик, видимо, практик, к которому обращались. Марионетка сам пытался, видимо, из вас своей магией сделать марионетку. А теперь он сам марионетка. А ну-ка, мудрость у тебя спизжена у других, опыт твой. Расправа тебе, блядь, идет. Осознание твое под замком. Здесь практиков просто заваливать будут 3D-шных. Поняли? Человек этот под замком. Какие-то дикие, блядь, создания. Дикие. К кому вы лезете? Я же говорю, к силе, которой, не знаю... И с чем, главное, лезете? Эти люди больше не будут управлять своей жизнью, они станут марионетками. Кто будет марионеткой других людей, обстоятельств, либо темных сил, это уже не важно. Да, здесь будет соблюдено равновесие. Насчет, господа, это касается всех. Если кому 15-й уже пожаловал, да, неважно кто там, у каждого из вас это свое может быть. Смотрите, не обосритесь на повороте. Вот я вам серьезно говорю. Сейчас то есть если раньше вы могли ложануть, у вас там есть время, там вас еще прополаскивали, они сейчас этого не будет. Сейчас, чтобы вы понимали, проверка на вшивость будет идти, особенно у знающих, даже не за секунды, за меньшее. Вот идет провокация.
сука, поддался, либо же, блядь, воспользовался, все, заказывай себе гробик. А почему так? Опять, видите, равновесие среди ведьм будет, среди ведающих. Так а почему так? Потому что эти люди служили бумажкам, давайте я вам так скажу. И они сейчас получают бремя, тяжелую ношу, страхи, будут озлоблены, кидаться на всех и на все. Определенная сила их просто закрывает. Давайте скажу так, если, ну, может кому-то это будет интересно, но я не думаю, что... Хотя, смотрите, сейчас я объясню, какая сила. Сила Дева Мария, допустим, вот так вот, чтобы вы поняли. Те, кто на достаточных вибрациях, вы, ну, сотрудничать можете с ней. Те, кто нет, ну, уже давно с ней не могут сотрудничать. То есть вот там, что сейчас в церкви, иконы, вот особенно людям, которые вот занимаются вот это вот эти две курицы тут, понимаете? А еще ж бывает в жизни, когда 3 по 2 вот таких куропаток, блядь. Или там несколько, да, так сказать, парочек. Показывают женщин. Сразу будут косить женщин. Почему? Потому что... А мужчин чуть-чуть по-иному и после них. Почему так? Потому что мужчина без женской энергии просто ничто. Это факт. А потом будут проверять, что с этим отсутствием энергетическим будут делать мужчины. Ну, давайте скажем так, души мужского пола на планете Земля. Так что прополощут всех. Грусть, тоска, печаль. Ну, здесь... Нет, девочки, дальше я говорить не буду. Здесь высшие инстанции работают, у них свое видение. Придет время, я думаю, все это раскроется. Там испытание будет для всех идти и тайными знаниями, и тайными силами, и 15-м. Ну о чем я вам? Те, кто проходил инициацию, вы прекрасно понимаете, только ну, в верном контексте, да, когда тебя, ну, протягивают вдоль их поперек, темная навшивость, и предлагают там все, что только можно. То есть вы поняли, да? Начиналось с такой банальщины, я же говорю, что-то слишком все просто, все мы и так прекрасно знаем, что есть бабы неугомонные. Вот как-то так сегодня в раскладе. Да, девочки, знаете как? Не то чтобы... Давайте я скажу так. Вера не всегда религиозна. Услышали меня? И вот следующая фраза. По вере вашей да воздастся вам. То есть верили, что культ бабла можно купить все, всех, всегда. Это ваша вера. Считали, что дети идут в уплату. Это ваша вера. Считали, что если вы при власти, вы можете, ну, издеваться над другими живыми созданиями. Давайте это более культурно озвучу. Вот это и есть ваша вера.
Понимаете? И по вере вашей да воздастся вам. Каждый делал выбор по сердцу. И это факт. И высший абсолют выходит. Нет, все, дальше я не лезу. Тут что-то глобальное замешано. И месиво, я так предполагаю, будет глобальных масштабов. Так что, ребята, те, кто по кодексу, я вам хочу сказать так. Просто смотрите за ситуацией, да, как бы. И, свои уроки проходите. И что тут? Депрессии заканчиваются у вас, вот это вот муки душевные, да, тоска какая-то непонятная, неуемная. Вот. Вы, вот понимаете, предел, все, вы переходите через него. Когда вот нужно, вот на расходы делалось, и не только на материальные. Иллюзии, призраки вас будут покидать. Для тех, для кого актуальны какие-то проекты, творчество, ваша деятельность, новый виток, допустим, да, вообще, может, вы чему-то новому обучаетесь, вообще все благоволит здесь. Здесь удача ваша будет просто, возрождаться. Ваши потери закончены. Выдержали испытания по чувствам, по интуиции. Кто-то реально, прям, знаете, здесь карму на вас хотели родовую скинуть. Именно вот, чтобы вы с ума сошли и в итоге там суициднулись, допустим. Это в идеале. Я сейчас вот то, что ваши враги в идеале бы хотели бы этого достичь, да? А получается, что вы развалили это все, а потому что вы в курсе того, что происходит. У вас быстрая реакция, потому что здесь кто-то, знаете, такими прям шагами, блядь, сказал, вот реально, добрый вечер, я диспетчер, блядь, мне вот туда, и как бы, вот так вот всех скидываете и идете куда вам надо. Здесь идет подъем к собственной цели. Да, вы получали предупреждение о том, что кто-то хочет, чтобы у вас были потери, бесплодные попытки, что-либо, чего бы то ни было достичь. Вы получали предупреждение. Смотрите, будьте внимательны со своим окружением. Люди сейчас, знаете, их как будто подсвечивать в пространстве начнут, как будто бы метить тех, кто запускается вот в мясорубку. А будет как раньше. А кто она? Так, сейчас, секунду. Хера себе. Значит так. Господа, товарищи тунеядцы. Смотрите, ребятки. Вот эта система замечательная, когда кое-каким силам было выгодно, чтобы люди себя погружали в вечное колесо сансары, то есть перерождения. Вот эта мясорубка прям, понимаете, за счет смерти и рождения выделяется самое огромное количество энергии, то есть на определенных уровнях. И эта энергия была просто как хавка для определенных сил. Понимаете? То есть вот это все вот безобразие, безалаберность, то, что раньше люди, многие, знаете, вот, низкочастотные, это называли, у них часто вот такая фраза: так все живут, так живут все, блядь. Вот как-то это и печально было. Эта система будет смахиваться и родами, то есть, кто знает, есть такой бог род, да, и я вам хочу сказать, что не только он. Здесь еще иные боги, которые пребывали в спячке.
У них был упадок. Но будет что-то резко, неожиданно для всех людей. Так вот, знаете, что высокодуховное, высокоосознанное создание скоро прибудут, дабы эту белиберду убрать. Вот так. Вот такой вот, ребятки, расклад на сегодня. Сейчас чуть-чуть читну вашей информацион. Вот ждал я вас всех. Звучит как угроза. Марана, у них своих уже нет. Родовые ветки там просто, ну, отошли от этих людей. Ну, их людьми уже нельзя назвать. Там другое в них сидит. То есть род уже их покинул. А они здесь все стучатся, понимаете? Все рассказывают: мы из великого рода. Да ты, сука, позор, блядь, родовой системы. Я не знаю, коль здесь есть реально на достаточных вибрациях люди, которые знают, что такое вече родовое, когда поднимаются сами хранители и тому подобное, когда идет драчка за жизнь определенного человека. Понимаете, делаются ставки, выгоден ты им или ты, ну, нахуй не нужен. Вы думаете: вот, я же их ребенок. Нет, ребятушки, там нет этих соплей, которыми мы, слово-то такое хотела сказать, грешим. Там нет этих соплей, розовых единорогов, там все четко и по факту. Либо ты нам в плюс, либо ты нахер не нужен. Либо, блядь, в уплату идешь, да и все, чисто галочка. Следующий, блядь. Вот кто знает, что это такое, то вы понимаете, что они сюсюкать не будут. Ребенок ты их, не ребенок. Если ты хрень творишь, то, ну, по хрени тебе и валено будет. Да, 20-й год всколыхнул вот эту всю, и эпоха, ну, эра Водолея, да, всколыхнули вот эти все моменты насчет, давайте скажем так, эзотерики, просвещения, но это же было испытание, понимаете? Дай человеку власть и посмотри, кто он есть на самом деле. Инесска, вы даже еще не представляете, что эти суки творят и читают на детей, лишь бы им выжить, блядь, лишь бы им... Да просто так, я вас умоляю. Всем во благо, ребят. Андрей, для чужого рода прощение было важно получить в 2020 году. 2020 год был выделен именно на это. И в большинстве случаев я вам хочу сказать, что эти создания, то есть ваши недруги, приходили еще больше поднасрать. Понимаете? Я когда в 2020 году наблюдала внимательно за появлением своих недоброжелателей, я просто, ну, смотрела, с чем человек появляется. И вот буквально там с первых же моментов ясно, и уже ставила крестик и галочку. Готов, следующий. Понимаете? Я не знаю, может, вам повезло, у меня ни одного за 2020 год.
Чему я, кстати, несказанно рада, ибо я теперь понимаю, что их не будет. Вот и все. Ни одного за всю мою жизнь. А обосранных, поверьте мне, прилично. Для чужого рода давайте посмотрим. Вот сейчас это важно им? Нет, не важно. Потому что я же сказала, родовая ветка. Ну сухая ветка, ну вырастет там яблоко. Даже если там осталось это яблоко болтаться, полудохлое. Это вот всю ветку оживить ради одного вот этого, который еще неизвестно чем, ну, что полезное роду принесет. Там до этого уже несколько весен подряд ну, смотрели, что это яблоко может на самом деле, а что не может. Сейчас, секунду. Нет, нет. Сейчас родовые ветки тупо вкидывают ресурс в более выгодные души, осознанные создания. Все за этим смотрелось, бдилось, кого-то пытались отстоять, но сейчас нет. Ну вот, допустим, у вашего недоброжелателя там есть родственники, да? Причем, вот смотрите, это ж может по поколениям вниз, если вглубь нырнуть, там и до 7-го поколения, допустим, ответвления пошли. Вот остался ваш недоброжелатель и другие какие, даже если один. Тому будет фартить, а эта ветка отрубается. С нее просто как вот соки уходят и идут туда. А эта ветка отсыхает, и человек просто умирает. Ну, на физике это смерть. Компромисс выполнения были важны, но уже все. А они только ради даров, понимаете, их прижало, они что бежали? Чтоб, блядь, опять спиздить ваше. Они якобы этот компромисс воссоздавали, но продолжали дальше забирать. Это все видели. Дети. Поняли? Семья – ценность. Поэтому смотрели. Для кого что важно. Вот, допустим, бывшие бегают, заказывают всякую... Неважно, что они там даже заказывают. Уже даже, блядь, неважно. Вот эти вызовы, привороты, стяг ваших ресурсов. Коряво. Коряво и по-ёбнутому. А я вам еще скажу такую секретушку. Определенные силы специально подсняли заслон, и воздействие на детей пошло сильнее. И темные, и светлые, и родовые. Для чего? Для того, чтобы кто-то из двоих родителей, у каждого есть двое родителей, просто очнулся, а второй будет в уплату долга. И все. Хорошо, если двое проснувшихся. Ну, я сейчас не о таких. Это, ну, адекватные семьи, адекватные отношения и тому подобное. Я сейчас говорю вот, ну, конкретно на ваш вопрос. И поэтому магия летела на детей. И просто смотрели, кому важно будущее, блядь, родовое. И все. И кто как договаривается с этими силами. Ну, значит, Светлана, нужно просыпаться активнее. 3 года это чрезмерно дохуя, чтобы мать сидела и смотрела на это все. Тут надо было очнуться уже давно и действовать. Но это не в укор вам. У каждого свои сроки. Вам понадобилось 3 года. Кто-то, поверьте, и 15 сидит. Просто, ребята, я о чем? Я к чему? К тому, что не получится спетлять, подкупить. Не выйдет. Как я уже сказала, это касается и тех, кто перегнул с магией, и касается тех, кто сидит в состоянии жертвы. Ой, боженька накажет. Да к вас тоже за то, что вы сидите и ёблышком пощелкиваете.
Вот и все. Вы знаете, мне в моей ситуации, когда я вышла с поликлиники в свое время, и моему ребенку поставили диагноз рака под вопросом, я за доли секунды приняла решение, что я буду делать с отцом, который даже, ну, в кавычках, который еще и специально в нас в безденежье оставил, тупо в нищете, и даже никак не отреагировал и подал на развод. Я уже четко знала, что и на что я его отдам. И с того времени для меня, ну, то есть абсолютно ноль, что там с ними будет. Я еще и помогу определенным силам уработать их более весело. Понимаете? Потому что есть такие: ой, это же папочка, ой, блядь, да не папочка, это просто, понимаете, как объяснить? Или мамочки, мамочки тоже такие бывают. Есть у меня и мужчины, которые обращаются. Это для меня вообще жесть. Ладно там с этими мужиками, блядь, хуй с ними. Как бы, да, и... Ну, у них у большинства из них, блядь, атрофированы эти моменты насчет детей. Но за женщин, хотя, понимаете, что там удивляться. Вот, 2 клюшки. Вот прекраснейший результат. И показатель того, то есть же ж такие мамаши, которые сидят, блядь, на публику рассказывают: да я ради своего ребенка на все готова. А по факту просто прибивает будущее своего ребенка своими же действиями, поступками и решениями. Ну, вы знаете, всегда тяжело принять, когда человек предает, неважно какой, неважно кого. Важно принять то, что тебя меняют на что-то. Зачастую на, ну, шило на мыло в таких случаях меняется. Вот это тяжело принимается. Я этого не буду, Аннара, вам рассказывать в прямом эфире. На личные консультации, на обучение, не обязательно ко мне, а к другим мастерам, кому доверяете. Завтра мы будем смотреть, что нам покажут. Да, завтра я буду, ну, я планирую прямой эфир именно в портале сделать. Поэтому... Если что, всех приглашаю. Вы знаете, Марана, зачастую из одной веточки может прорасти дерево, но поймите, что среди деградантов это не, они никогда себя не дадут в уплату. Вот такие люди, вот эти веточки, да, как вы описали, с деревом, это новые родоначальники рода. Вы представляете, что на них вскидывается с самого рождения? Поднять целую новую родовую ветку. Это не так просто. Для этого надо иметь, я не знаю, понимаете, настолько упертый характер, чтобы было чисто уже интересно, что там дальше. И силы. Во сколько эфир завтра будет, пока не скажу. Кто попадет, того и тапки. Уж извините. Не планирую я эфиры сейчас, потому что вот зашло мне, я села и делаю.
Вот вам прекраснейший пример. Фамильяры магов покидают тоже не только родовая система. Фамильяры, соответственно, сейчас выходит 15-й аркан для того, чтобы по своим договорам совершить зачистку. Вот так-то. У людей начинает, поедет крыша, короче. У тех практиков магов, которые ради роста во всех сферах своей жизни заключали договора, причем из-за собственных обид, здесь непроработанные люди, заключали договора вот для кайфажорства, для своего, понимаете? Так что ожидайте, умалишенные скоро начнут выть. Они будут очень явно проявлены, понимаете? Вы начнете видеть таких людей. Так что они будут считать себя лишними в этом мире. Их, понимаете, их просто будет выдавливать пространство из этой планеты. Так что учтите эти моменты, ребятушки. Всех благодарю за внимание. Осознанным добра этого мира. Пока-пока.